Человеческие законы – это есть дублирование законов вселенских. Как выглядят вселенские законы? Очень просто. Первый главный вселенский закон звучит как первая заповедь: Бог един, все едино, Вселенная едина, и все исходит из Вселенной. Этот закон означает и систему приоритетов главных. То есть в первую очередь нужно поклоняться Богу. Цель и смысл жизни – это единение с Богом, а все остальное является лишь средством. Если у человека это внутреннее понимание присутствует, тогда он развивается, тогда он не поклоняется кумирам, тогда его привязанность не увеличивается, а привязанность дает агрессию, агрессии – болезни. И тогда потомки этого человека живы. Поэтому если проанализировать заповеди, 10 заповедей Моисея, то мы заметим, что это заповеди единства, это заповеди любви. Первая заповедь – это единение с Богом. Вторая заповедь – это также единение с Богом, не сотвори себе кумир, не поклоняйся никому. Третья заповедь – это благоговение перед Богом. Это и есть любовь, ощущение благоговения, Его первичности. Четвертая заповедь говорит о том, что нужно периодически отрешаться от всех дел и молиться Богу. Это тоже выражение единения и любви к Богу. Пятая заповедь – это почитание родителей. Что такое почитание родителей? Это уважение, это ни в коем случае не допускать осуждения, отречения от них через обиды, осуждение, отсутствие заботы и внимания. То есть это сохранение единства и благодарности родителям. Подсознательно любой человек воспринимает родителей, он знает, что они дали ему жизнь, он это понимает, чувствует. И его отношение к родителям аналогично отношению к Богу, поскольку Бог является нашим истинным родителем. Поэтому отречение от родителей внутренне, приводит к отречению от Бога, и запускается программа роста гордыни и в конечном счете самоуничтожения. Поэтому в Библии сказано: «Дабы продлились дни твои, почитай родителей». То есть почитание родителей, сохранение внутренней любви к ним, уважение, забота о них – это и есть условия существования человека. Когда у человека ощущение единства и любви сохраняется к Богу и к родителям, то у него ощущение единства и любви сохраняется к другим людям. И он тогда не будет воровать, грабить, убивать, потому что у него будет внутреннее ощущение тепла к любому человеку. Проще договориться решить какой-то вопрос, чем отнимать, грабить и убивать. То есть, когда есть единство с Богом, когда преодолевается грех, тогда преодолеваются корни преступления. Тогда поведение Каина тормозится в зародыше. Вот это очень важно понимать. Потому что многие, те, кто мне пишут письма, не понимают, почему дети у них так себя ведут. Они по жизни нарушают заповеди, они разрушают любовь в душе, они не принимают божественную волю, а потом они не могут понять, почему такой ужасный характер у их детей. А на самом деле все связано. Если человек совершает грех, его дети будут совершать преступления. Это закон. Так вот, вселенские законы говорят о том, что Вселенная едина, Бог един, и в первую очередь поклоняться нужно Ему. Всего-навсего простое правило. Вселенские законы зашифрованы на самом деле в заповедях. Вот, допустим, одна из заповедей гласит: «Я Бог-ревнитель, который наказывает до 3-4 колена грешников, потомков блудницы до 10 колена, но прощает до 1000-го». Вопрос: какие здесь законы? Ответ простой. Во-первых, это закон единства. Во-вторых, это закон воздаяния. Что посеешь, что и пожнешь. То есть человек, совершающий преступление, получает, так сказать, все это в обратном, так сказать, варианте. То есть закон неотвратимости, закон причины и следствия изложен вот в этих нескольких фразах. Дальше. Этот закон единства не только в пространстве, но и во времени. То есть дети зависят от родителей, берут их грехи на себя, а потом родители берут болезни детей на себя, так сказать, собирая камни, которые они когда-то разбросали. Так вот, когда я начал
читать Библию более внимательно, я понял, что вселенские законы – закон единства пространства и времени, голографичность Вселенной, закон развития. Все это изложено в заповедях. Кстати, когда я читал космические законы, духовные 108 законов этих, или 110, или различные есть варианты, самое удивительное, что я не прочитал, там не нашел главного закона. Один из главных законов Вселенной – это закон устремления к Богу, это закон, на самом деле, развития. Если вдуматься, то те же 10 заповедей Моисея – это законы развития. В чем смысл развития? Развитие – это есть приближение к Богу. Главный закон развития – это закон единства и борьбы противоположностей. Что это означает? Любой процесс, который существует во Вселенной, который развивается, всегда соблюдает закон парности. Если есть левое, должно быть правое. Если есть левое и правого нет, развития не будет. Что такое время? Это есть две противоположности, два потенциала между прошлым и будущим. И вот энергия временная течет из будущего в настоящее прошлое и наоборот. И вот эти два противоположных потока энергии приводят к тому, что Вселенная движется и развивается. Без наличия противоположностей развития нет. Но дело в том, что для того, чтобы эти противоположности давали развитие и чтобы была энергия, должно быть чувство единства. Потому что противоположности две рождаются из одного единого целого. И они должны сохранять вот это внутреннее единство, только тогда будет развитие. И вот это один из главных законов Вселенной.